Добрый день, уважаемые подписчики! Меня зовут Денисова Татьяна Владимировна, я врач-дерматовенеролог и косметолог. Веду свой прием в клинике Отражение. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, что такое красивая женская грудь. Так часто мы говорим об этом, но иногда придаем слишком много этому значению, а иногда слишком мало. Что же женщину тревожит, когда она смотрит на себя в зеркало? Чаще всего это если присутствует недостаток размерности. Да? Женщина тогда думает о походе к пластическому хирургу, чтобы изменить размер, например, со 2 на 3. Иногда недостаток железистой и жировой ткани – это генетическая особенность. И девушке уже в 20 с лишним лет кажется, что она некрасивая и нуждается в помощи пластического хирурга. Сегодня мы поговорим с вами как пациент и даже не совсем врач, а просто человек, который немножко понимает в этом всем и видит на своих приемах каждый день по 20-30 женщин. Итак, какие бы я акценты расставила? Не будучи очень пожилой дамой, да, и не будучи слишком молодой, но разумной, я бы порекомендовала в первую очередь подумать о вашем здоровье. Поэтому, когда мы говорим о женской груди, мы говорим о том, что в первую очередь организм женщины должен быть здоровым. Поэтому я рекомендую раз в полгода и максимум раз в год посещать врача-маммолога. Очень небольшой процент женщин посещает ежегодно врача-гинеколога. А что уж говорить о маммологе. Само понятие, кто такой врач-маммолог, далеко знает не каждая женщина. Врач-маммолог – это тот врач, который лучше всех разбирается в здоровье молочных желез. Итак, что рекомендуют врачи данной специальности делать? Конечно же, проходить осмотр, как я уже ранее сказала, раз в полгода, раз в 6-8 месяцев и проводить необходимые исследования. Это может быть УЗИ молочной железы, маммограмма или маммография, ее еще называют, и сдача крови на онкофакторы. Также врач-дерматолог, врач-хирург, врач-маммолог, врач-онколог будут рекомендовать каждой женщине самостоятельно проводить пальпацию молочных желез. Как это делать? Очень просто. Об этом вам сообщают ролики даже на канале YouTube, а также существует много сайтов, клиник, где врачи делятся с вами секретами, как понять, что вас что-то должно беспокоить или нет. После того, как мы с вами убедились в том, что вашей жизни ничего не угрожает, и что вы абсолютно здоровый человек с точки зрения здоровья молочной железы, мы уже можем рассуждать на тему красоты. Так что же такое красивая женская грудь? Мы не будем сейчас затрагивать вопросы пластических хирургов. На сегодняшний момент существует много клиник пластической хирургии, куда вы можете обратиться за консультацией. И зачастую эти консультации абсолютно бесплатные для пациентов. На них врач на этих консультациях подробно объясняет, какой именно имплант подходит данной пациентке, необходимо ли делать данную процедуру, или можно же обойтись просто подтяжкой молочных желез. После того, как мы убедились в том, что вы абсолютно здоровы и нету никакой онконастороженности, мы можем уже говорить о красоте женской груди с точки зрения врача-косметолога. Итак, представим себе кожу груди и кожу области декольте. Что нас может смущать на этих участках тела и как мы можем им помочь оставаться очень долго красивыми и ухоженными. Я же также даю рекомендации, помимо того, чтобы раз в полгода посещать врача-гинеколога и врача-маммолога, посещать врача-дерматовенеролога или косметолога, или врача-хирурга, или врача-онколога на момент осмотра ваших новообразований. Если это доброкачественные новообразования, такие как папилломы, кератомы и фибромы, я бы рекомендовала их удалять, так как я уже сказала ранее, они придают не очень красивый вид кожи этих областей. Если же это родинки, то после визуального осмотра, дерматоскопического осмотра и по необходимости врач делает гистологическое исследование при удалении новообразования и делать анализ таким образом родинок, которые находятся на коже области груди и декольте.
Также я рекомендую пациентам самостоятельно наблюдать за новообразованиями, как они меняются в течение времени. Ни для кого не секрет то, что сейчас большой процент женщин делают пластику груди. Но помимо того, что есть целый пласт женщин, которые это делают для того, чтобы визуально улучшить свой внешний вид, есть и женщины, которые пострадали от онкологических заболеваний, в ходе которых было произведено удаление молочных желез и замена их на импланты. И таким образом, даже при операциях по подтяжке груди на коже груди мы видим не очень красивые рубцы. С этими рубцами вам поможет справиться врач-косметолог. Смотрите на себя в зеркало с удовольствием. Помимо того, что мы можем справляться с рубцами, я сделаю акцент на том, что во время различных операций, а также при каких-то генетических особенностях, ореол вокруг соска у женщин может быть не очень красивого цвета, мало выражен, расплывчатый, либо в ходе операции поврежденный. В этом случае вам поможет врач-косметолог, который занимается перманентным макияжем. При помощи перманента и подбора правильного, красивого пигмента вы можете сделать контур ореола четким, ровным, и цветность вас будет абсолютно устраивать. Также при осмотре молочных желез зачастую мы наблюдаем разное строение соска. Точнее, не то чтобы строение, а его внешний вид. У кого-то это маленький сосок, у кого-то он большой, у кого-то он втянутый, у кого-то бывает одностороннее втяжение. В данном случае первично я бы рекомендовала обратиться к врачу-маммологу, так как втяжение соска является иногда признаком патологических образований внутри молочной железы. И только установив, что вы абсолютно здоровы, вы можете обратиться к врачу-косметологу за контурной пластикой области сосков. При помощи геля на основе гиалуроновой кислоты врач выполняет инъекции этим препаратом, и ваш сосок становится более крупным, упругим и сексуальным. Итак, мы с вами поговорили практически обо всем. О здоровье молочных желез, о том, как можно помочь коже этих областей оставаться без рубцов, о том, что при помощи перманентного камуфляжа можно изменить цветность ореол, о том, что при помощи контурной пластики вы можете изменить форму своего соска или в принципе чтобы сделать все необходимое, чтобы он появился, да, потому что при втяжении он практически отсутствует, и мы не видим его на поверхности. И осталось затронуть тему непосредственно кожи. Что мы можем сделать с самой кожей области декольте и области груди. При осмотре кожи вокруг ореол мы можем видеть растущие волосы. Конечно же, если это мягкие, тонкие, светлые, пушковые волосы, то они никого не беспокоят. Но очень часто в этих местах у женщин наблюдаются жесткие, темные или коричневые волосы. И пациентка с самого юного возраста использует, например, пинцет для удаления этих волосков, или посещает кабинет специалиста по шугарингу, или восковой депиляции, да, для удаления волос с поверхности кожи. Что мы в результате получаем? Волос стимулируется, он становится еще более жестким, еще более толстым, и очень часто мы наблюдаем вросшие волосы. В этом случае я бы рекомендовала лазерную эпиляцию. В нашей клинике лазерная эпиляция проводится на александритовом лазере Triple или Maveo. Maveo – это тот вариант, который подойдет для очень чувствительных девушек. На классическом александритовом лазере Triple также процедура будет очень эффективна, но по ощущениям менее комфортно. Пациенты иногда боятся удалять волосы на этой области, потому что в голове у них есть онконастороженность, им кажется, что лазер, свет, лучи проникают в молочную железу, облучает там все на свете. И даже если там нету никаких патологических процессов, при помощи лазера мы можем усугубить. Или на фоне лечения гипертрихоза в этой области мы можем спровоцировать появление злокачественных образований. На самом деле это не так. Александритовый лазер – это тот лазер, который абсолютно безопасен для любой области на теле. У него есть определенная длина волны, и глубже он никуда не проникает. Он ничего не облучает и не вызывает образования никаких патологических процессов. Но
я рекомендую, настоятельно рекомендую обратиться вам за советом к своему врачу, гинекологу, мамологу, хирургу, онкологу и обсудить с этим специалистом этот вопрос, чтобы ваша онконастороженность совсем уснула, и вы со спокойной совестью, чистой душой и легким настроением пришли бы в кабинет врача-косметолога и удалили бы эти волосы. Что же еще нас может беспокоить? Ага, если мы задумаемся с вами на тему, какие области подвергаются более всего солнечному воздействию, это область лица, шеи, область декольте и область груди. Причем чаще всего область декольте и груди подвергается инсоляции, когда мы уезжаем куда-нибудь на юга, к морю, загораем, отдыхаем, наслаждаемся жизнью. Или же пациентка посещает солярий. Она буквально может закрывать или прикрывать область ореол, но вся остальная кожа груди остается открытой для воздействия лучей. И вот здесь вот я вам хочу дать свои рекомендации. Вот здесь бы я настораживалась, вот здесь у меня бы возникала онконастороженность, и вот здесь бы трепетало сердце. Ни в коем случае этого делать нельзя. Защищайте вашу грудь, вот кожу декольте. Кожу шеи и кожу лица мы еще как-то защищаем, но область кожи декольте и груди остается абсолютно незащищенной. Используйте солнцезащитные средства. Я настоятельно рекомендую использовать аптечные марки, то есть те марки, в которых есть линейка солнцезащитных средств, которые абсолютно безопасны, максимально гипоаллергенны и подойдут любому пациенту. Защищая нашу кожу от солнца, мы защищаем ее от фотостарения и предотвращаем хроностарение. Чем же отличается хроностарение от фотостарения, вы можете прочитать в статье у нас на сайте. Поэтому берегите свою кожу, защищайте ее от солнышка. Любой кусочек, особенно область желез и область декольте. Если же уже случилось, образовалась пигментация, сосудистый рисунок на коже, то необходимо обратиться к врачу-косметологу, который при помощи аппаратных процедур, таких, например, как фотолечение, избавит вас от пигментации и сосудиков. Также, если же все же хроностарение и фотостарение вас догнали и уже настигли, а также, конечно же, если это еще не произошло, я настоятельно вам рекомендую проводить такие процедуры, как биоревитализация или мезотерапия этих областей, потому что в этих областях кожа тоже нуждается в увлажняющих средствах. Сейчас я рассказала вам о процедурах инъекционного характера. Если же вы в силу каких-то обстоятельств не можете себе позволить данные процедуры, то тогда хотя бы не экономьте на увлажняющих средствах. Опять же, я настоятельно рекомендую использовать увлажняющие средства аптечных марок. Каждое утро и каждый вечер проводите ритуал красоты перед зеркалом, который будет затрагивать не только кожу лица, но также кожу шеи, кожу декольте и кожу груди. Конечно же, если быть перфекционистом, то хорошо ухаживать за кожей всего тела в целом. Но для женщины самое важное – это то, как выглядит ее лицо, как выглядит ее шея, как выглядит ее грудь и как выглядят ее кисти. Поэтому не забывайте о себе, любите себя и прикладывайте максимальное количество времени, максимальное количество положительной энергии, добрых мыслей к самой себе. Я была рада с вами сегодня поговорить на тему «Красивая кожа груди». Жду ваших вопросов, подписывайтесь на наш канал. Спасибо.